Вот этот старый добрый диалог, добрый в кавычках диалог Россия против Запада, он с помощью возможности выговориться на подобных конференциях, он продолжается, несмотря на усилия со стороны некоторых политиков западных стран его прервать окончательно и бесповоротно. Но вот мне кажется, что впервые моду на такую противоречивую, с одной стороны, но очень эффективную форму общения с Западом завел в феврале 2007 года, конечно, Владимир Путин со своей знаменитой мюнхенской речью. Дмитрий Медведев, надо сказать, на этой конференции попытался повторить этот успех. Эта речь нашего премьера была довольно интересной с точки зрения политтехнологий. И надо сказать, что он некоторого успеха все-таки добился. У коллег, западных, российских коллег, сложилось совершенно противоречивое впечатление о том, что именно хотел сказать Дмитрий Медведев и что именно хочет сформулировать Россия для западной политики. Скорее всего, речь шла о точках сближения. И они были, в общем, обозначены. Хотя общее настроение – это, с одной стороны, растерянность, а с другой стороны, решительность. Причем растерянность в том ключе, что растерянность двигаться в правильном направлении. Этого нет. Ни у Запада, ни у России. Мы идем практически ощупью. И решительность. Решительность в совершении ошибок. Такое ощущение, что очень многие страны решили сделать все ошибки, которые могут себе только позволить. И даже не могут себе позволить. Я имею в виду и Турцию, и Украину, и другие страны, которые, находясь в подчиненном положении по отношению к США, начинают вести себя девиантно против своих национальных интересов, что вызывает, конечно, глобальные перекосы во всей системе принятия решений. Перспектива после конференции, война стереотипов, конечно, продолжится. Она будет продолжаться еще долгое время, причем сразу на нескольких площадках. Это Северная Африка, Ближний Восток, понятно, сирийская проблема. Это Европа, где усиливать негативные тенденции будут не только беженцы, но и Украина, которая превращается в такое радиоактивное вещество, которое, на мой взгляд, будет довольно серьезно влиять на европейскую политику. Во всяком случае, украинцы для этого сделают все. И, конечно, Центральная Азия и Афганистан. То есть вот эти три площадки, на которых сейчас будут вершиться, по сути, судьбы мира. И в этой связи поведение разных стран, типа Саудовской Аравии, Турции, при том, что западные политики полностью перекладывают всю ответственность за эскалацию отношений в мире на Россию, что, с одной стороны, смешно, а с другой стороны, очень опасно. Поведение этих стран будет все более и более агрессивным, потому что терять-то больше уже нечего. Кризис настолько обостряет торгово-экономические отношения, что требуется, что называется, полная перезагрузка. Поэтому я полагаю, что вот эта холодная война, термин, который радостно подхватили за Обамой сначала, потом за Дмитрием Медведевым очень многие западные СМИ, это ностальгическая тема. Она упрощает жизнь определенным странам, определенным социальным группам и отдельным политикам, потому что вводит всю ситуацию в вполне понятное противостояние Восток-Запад. Западная цивилизация, Восток – это вот такой псевдосоветский союз, в категориями которого еще мыслят многие западные политики. Холодная война, изоляция, свойство этих проектов на самом деле возвращаться к источнику своего появления. США сейчас находятся в фазе самоизоляции. Это закономерное явление, потому что до этого они предложили сделать то же самое России. Выяснилось, что это невозможно, мягко говоря. И в результате вот этот проект о изоляции вернулся к США, и они сейчас вынуждены с этим бороться, либо подчиниться этому проекту. Полагаю, что мы находимся в фазе глобальных мировых изменений, что и зафиксировала, с одной стороны, Мюнхенская конференция, и будут фиксировать другие международные встречи, на которых Запад и Восток, Россия и Запад будут встречаться периодически. Спасибо.